Поклонники Сталина как эффективного менеджера говорят о том, что вождь принял страну с сахой и оставил с атомной бомбой. При этом с середины 30-х по середину 40-х годов XX века от его менеджмента погибло множество лучших людей своего времени. Азербайджан за это десятилетие также потерял целый ряд великих поэтов, писателей, художников, актеров и других деятелей культуры, а люди со школьных парт привыкли к роковым датам смерти. 37-й, 38-й, 39-й годы. Особенно прискорбно, когда от рук советских палачей погибает женщина. Хадиджа Гаибова – азербайджанская пианистка, педагог. Она родилась 24 мая 1893 года в Тифлисе в семье азербайджанца Усманбека Муфтизаде, представителя местного суннитского духовенства, а также его жены из татарского рода Терегуловых. Хадиджа получила среднее образование в женской гимназии Святой Нины и параллельно брала уроки фортепиано. В последующие годы она преподавала в местной женской русско-мусульманской школе. Тогда, еще в начале XX века, Тифлис был культурным центром, куда приезжали ценители восточной культуры, путешественники-историки, этнографы, писатели и музыковеды. Уже в 18 лет Хадиджа начала давать открытые концерты. Ей было чуть за 20, когда она всерьез взялась за фортепианную обработку мугама. Она выработала основные правила для техники мугама и даже преподавала музыку в русско-мусульманской школе. Ее муж Надир, как и ее отец, поддерживал дарование Гаибовой. Позже семья решила перебраться в Баку. Кроме того, это был уже 1919 год, и перспективы Азербайджанской Демократической Республики казались многообещающими. Но в следующем году в город вошла Красная Армия. Чету потомственных духовников Гаибовых ждала не лучшая судьба, если бы не знакомство и хорошие отношения с наркомпросом Рухулой Ахундовым, который не только заступился за семью, но и дал Хадидже возможность уже к ее 30 годам возглавить отдел восточной музыки в Наркомате просвещения. В эти годы Хадиджа обрела популярность своим исполнением классических мугамов на фортепиано и была одной из основателей Азербайджанской народной консерватории. Также она организовала краткосрочные курсы восточной музыки при Народном комиссариате просвещения Азербайджана, стала возглавлять эти курсы и вела уроки фортепиано. С 1927 года по 1931 она училась на композиторском факультете Азербайджанской государственной консерватории. Да, это очень интересно. Хадиджа сама стояла у истоков образования консерватории, но и считала, что ее образования недостаточно, поэтому она решила получить академическое композиторское образование. Удивительно, такие как Гаибова не просто открывали учебные заведения, но и сами шли и становились студентами. В 1933 году Гаибова подверглась первому аресту. Заслуженного преподавателя и музыкального виртуоза, пианистку, коммунисты обвинили в антисоветской деятельности. Следствие тогда длилось 3 месяца, и все это время она находилась в заключении. Не сумев ничего доказать, ее все же отпустили. Вскоре она вышла замуж за Рашида Гаибова, своего однофамильца, который был в тот момент ректором социально-технического института имени Карла Маркса. Их совместная жизнь была недолгой. Уже в 1937 году Рашида сначала уволили со всех должностей, а затем арестовали за антисоветскую деятельность. В том же году его расстреляли. Так, если следовать логике чекистов, семья Муфтиев, расстрелянный муж и предыдущий арест. Этого списка вполне хватало для любого обвинения. И уже в марте 1938 года ее снова арестовали, обвинив в шпионаже. Хадиджу унижали морально, цитирую историка Фарида Алиева. 9 раз
в течение одного только месяца ее вывозили на допрос. Но она отказывалась признавать свою вину. Затем допросы прекратились, и только летом один раз ее вывезли на суд. Он продолжался всего 15 минут, как это обычно бывало в таких случаях, без адвоката и в присутствии пресловутой тройки, которая решала подобные дела. В обвинительном заключении против одной из первых азербайджанских пианисток было написано, что она являлась агентом турецкой разведки и занималась контрреволюционной деятельностью. А в это же время в Москве проходит декада азербайджанской культуры, на которой артисты из Азербайджана получают звание народных артистов СССР. Однако каждый из них в глубине души знал, что между ними и арестованной тогда Хадиджей Гаибовой один шаг. Ее бывшая соседка по камере позже вспоминала, что Гаибова ожидала быть сосланной в Сибирь. Она верила, что советская власть, какой бы она ни была, не будет расстреливать женщину. Хадиджа даже надеялась продолжить педагогическую деятельность в Сибири. Она не теряла оптимизма до конца. Она знала, что не может изменить ситуацию, что это, возможно, были такие правила игры системы, в которой существовала структура под названием Алжир. Только советская система могла додуматься до такого чудовищного преступления. Она делилась тем, что куда бы ее ни сослали, она отыщет самое расстроенное пианино, настроит его и будет преподавать детям музыку. Но у советского руководства был другой план. 19 октября 1938 года Гаибова была приговорена к высшей мере наказания – расстрелу. Виновной в шпионаже она себя не признала и была расстреляна через несколько дней советскими чекистами, а именно 27 октября 1938 года. Ей было 45 лет. В 1956 году, после смерти эффективного менеджера, ее дочь, благодаря своему упорству, добилась реабилитации своей матери, но уже посмертно. Она вспоминала, цитирую: «Когда арестовали Хадиджу Ханым, были изъяты все ее личные вещи и ценности, среди которых был очень интересный сапфировый серебряный перстень. По прошествии многих лет ее дочь обнаружила этот перстень в семье одной из своих подруг, чьи предки работали в НКВД». Так, азербайджанская пианистка и одна из основательниц Азербайджанской консерватории стала жертвой эффективного менеджмента Сталина, который имеет сотни тысяч поклонников до сих пор, в основном в России. Вот так советское руководство уничтожало тюркскую интеллигенцию. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!